Александр. Сегодня мы решили рассказать про сухарник, то есть его преимущества перед сырым лесом. Ну и много вопросов вообще в блогах у людей возникает по поводу этого материала. Вот. Ну, у нас тут прежде всего расскажем, пару объектов стоит, не буду называть их срубами. Один объект — дом на Москву, около 350 кубов, средний диаметр 30 миллиметров. Вот. Еще один сруб, тоже в район Москвы. Здесь средний диаметр 37 не миллиметров, извиняюсь, сантиметров. Вот он почти готов уже. Так, ну перейдем к главному. Сразу отмечу, что конфигурация этого дерева немножко не такая, как сырого. То есть у него много бугров, впадин, то есть сучков, кривизна бревна, то есть не такая, как на сыром лесе, имеет свою корявистость, то есть капы многочисленные, позже мы их покажем. Сразу отмечу, он не дает усушку, усадку он дает, усадка, усушка немножко разные вещи. То есть усушка не дает. Почему? В сыром лесе вот этот диаметр при усушке он сужается. На сухарнике этого нет. То есть обычная круглая чашка, она остается, может быть минималка, ну зазоры 2 миллиметра, это максимум как бы остаются при усушке. То есть ее фактически нету. То есть при укладке утеплителя чашки не продуваются, соответственно теплового замка на обычной чашке не делается, как пытаются многие люди отметить. Спил, вот эта серая часть, вот она где-то здесь, она порядка сантиметра, называется заболонь. То есть в сыром лесе заболонь, она получается как так, заболонь. Здесь она как бы выражена серым цветом. Это является основным как бы природным красителем. То есть вот люди ценят и вот за этот цвет такой серо-синий. Ну, то есть красить его не нужно. То есть обработки в принципе он не делают ему обработку. Можно пошкурить, он становится светлее. Но в основном наружная часть никогда не шкурят, не красят. Обрабатывают составами там, от гниения, от жучков, вот этим. Она такая специфическая, она мягкая очень. То есть редко она там жесткая какая-то. И очень бывает немножко трухи. Ну, соответственно, эти бревна отбраковываются. Так, а вот эта основная часть, которая идет внутри, вот она оболонь, она твердая, и вот эта часть бревна уже держит основное тепло, все твердостные характеристики, тепловые характеристики. Хотим вам показать примерно какой конфигурации бывают бревна. Вот она, ярко выраженная раскамлевка, маленькая макушка, большой комель. Сейчас покажем вам еще одно бревно. Покажем вам два бревна, за которые люди выкладывают просто бешеные деньги. Вот это считается вообще эксклюзивом в сухарнике. То есть шишки разные, капы. Капы мы вам покажем еще. То есть вот это считается природной красотой, которая может быть в лесе. На сыром лесе такое бывает крайне редко. То есть это выявлено какими-то погодными условиями, древесина приобрела такой вид. Оно не гнилое. То есть срез здесь абсолютно чистый.
не съедено жуками, ничем. То есть, в принципе, вы уже видели даже по тому лесу, который мы показывали, срезы чистенькие. Вот он вообще никаких жучков, тут ничего нету, как многие беспокоятся. То есть вот такая существует природная красота у сухарника. Еще хотел бы отметить такой вопрос, как градация бревна. То есть длина его в сыром лесе, она получается при заготовке 5,5-6 метров стандарт. То есть здесь немножко все по-другому. Здесь лес начинается в среднем где-то от 3 метров длины и заканчивается размерами более 9 метров. Вот яркий представитель того, что я говорю. Градация здесь идет до 10 сантиметров. То есть видите, 9 метров 30 сантиметров. 32 бревно. Ну есть, конечно, основной там размер 6-5 метров, 4 метра. Соответственно, это улучшает выбор бревна, не надо лишнего отпиливать, экономия материала. То, о чем я говорил в начале видео, то есть кусушка. Подтвержу еще слова тем, что после сборки сруба можно сразу начинать отделку. То есть установка крыши, установка окон, дверей. На сыром срубе вы этого не сделаете. Потому что сырой сруб должен дать усадку в течение года-двух. Ну, в зависимости от древесины. То есть влажности древесины. Вот, и хотел бы еще отметить карельский лес. Чем? Плотностью годовых колец. То есть вот это бревно 35 сантиметров. Посмотрите, какая плотность. То есть это бревно где-то простояло около 100 лет. Когда в средней полосе диаметр такого бревна где-то порядка 30 лет. Вот еще преимущество, плотность древесины. Так, ну вот мы производим выборку бревен. То есть зацепили бревно, подаем на сруб. Посмотрели предварительно, не гнилое ли оно. То есть заболонь чистая, имеет небольшую кривизну, но она нам как раз подходит. Красивенькая, серенькая бревнышко. Чуть-чуть в коре. Чуть-чуть в коре. Вот у нас некоторые варианты корявистости бревен. Вот такие вещи бывают. Очень красивые. Вот здесь видно. Как будто, не знаю, как объяснить. Цензурно. Цензурно, да. Вот здесь у нас кап. Такой своеобразный мозг дерева. Ну вот, в принципе, все, что мы хотели рассказать. Думаю, что хотел я сказать, я сказал. Большую часть. Будут какие-то вопросы, спрашивайте, ответьте. Может, еще какое-то видео снимем по этому поводу. Видео было снято по просьбе наших друзей, по совместительству коллег-отделочников, которые попросили выложить нас, вернее, сделать это видео для того, чтобы осветить сухарник в интернете. Всем спасибо, до свидания.